Каждый вечер в Лондоне происходит ритуал, который не отменяют уже около 700 лет. Это Ceremony of the Keys, церемония ключей в Тауэре. Смысл простой. Тауэр закрывают на ночь, но делают это не как обычный музей, там ключик пришел, закрыл, ушел. Почти в 10 вечера главный Йомен-стражник выходит с ключами, его сопровождает военный караул, ворота Тауэра запирают, а солдат по традиции спрашивает, кто идет. Ответ – ключи. Чьи ключи? Ключи короля Карла. После этого звучит God Preserve King Charles. Караул отвечает «Аминь». Играет горн, и Тауэр официально закрыт на ночь. Самое удивительное, что этот ритуал продолжается уже как минимум 700 лет. Меняются короли, войны, эпохи, туристы, форма охраны. Тауэр каждый вечер закрывают почти так же, как и в Средневековье. И да, это не спектакль ради туристов. Внутри Тауэра до сих пор хранятся королевские драгоценности, а сама церемония остается частью реальной охраны крепости. Все из вас были в барах. Наверняка вы видели Бифитер Джин. Да, он так называется из-за йоменов стражей лондонского Тауэра. Тех самых людей в красной форме. Создатель джина Джеймс Барроу в 19 веке выбрал это название не случайно. Он хотел, чтобы напиток ассоциировался с Лондоном, британской традицией и королевской историей. Поэтому на бутылке Бифитер до сих пор изображен стражник Тауэра. Получается, каждый раз, когда вы видите этот джин, вы видите маленькую отсылку к одному из символов Лондона. Сам же создатель джина Джеймс Барроу не имел никакого отношения к военным или Тауэру. Он был фармацевтом и родился в Девоне, в 300 километрах от Лондона. Какое-то время он работал в Канаде, а в 1863 году он купил дистиллерию в Челси, в которой и началась история Бифитер Джин. В наши дни каждый йомен Тауэра получает бутылку джина на день рождения. Кто такие вообще эти йомены-стражи Тауэра и откуда они взялись и почему так называются? Слово йомен в средневековой Англии означало свободного человека среднего статуса. Это не аристократ, но и не бедный крестьянин. Обычно это был надежный человек на службе, воин, землевладелец или какой-нибудь придворный слуга. История началась в 1485 году, когда к власти пришел король Генрих VII, первый король династии Тудоров. После войны Алой и Белой Розы ему нужно было укрепить свою власть и защитить себя, поэтому он создает личную королевскую охрану, Yeomen of the Guard. Короче, им можно было доверить оружие, охрану, ну и себя, с важными поручениями самого себя. Позже йомены-стражи стали ассоциироваться с Тауэром. В их задачи входило не просто стоять красиво у ворот, они охраняли одну из самых важных крепостей Англии. Там была и тюрьма, и арсенал, и сокровищница. Ну, короче, все самое ценное. Насчет самого ценного. Тауэр был пунктом сбора дани. Самое интересное начиналось у Темзы. И он не просто так красиво стоял у воды, чтобы вы выходили и любовались, да, на водичку. Тауэр контролировал один из главных ходов в Лондон – речной путь. В средние века Темза была настоящей транспортной артерией. По ней в город везли все. Зерно, рыбу, устрицы, вино, соль, специи, шерсть. Короче, все, что нужно было Лондону для жизни. С судов, которые везли в Лондон товары и еду, констебль получал часть груза. Просто потому, что корабль проходил через зону влияния Тауэра. Для торговцев это легко могло выглядеть как узаконенный рэкет. Хочешь попасть в Лондон? Поделись лучшим товаром. Как итог, подвалы Тауэра регулярно пополнялись едой и выпивкой. Вино, рыба, мясо, зерно – все это оседало в крепости благодаря ее положению на реке. Вот через воротки я зашел. Сейчас вот здесь, в этом здании, магазин. А вот этот вот такой вот коттеджик, домик, он уже здесь больше 200 лет. И вот интересно, что кто здесь жил? Контролер. Здесь была верфь, это все построено было, это все было сделано, здесь была верфь. Такой важный момент, что отсюда торговали оружием. Здесь производили оружие и поставляли по всему миру. Вот такие вот нюансики. Интересные, да, ворота?
Когда в Тауэре сделали первый евроремонт? На дворе 18 век. За дело берется Генрих III. Он превращает Тауэр в архитектурную матрешку. Строит второе внутреннее кольцо стен с россыпью башен. Как раз тогда крепость приобрела тот самый грозный вид, который мы знаем сегодня. Там, где гуляют туристы с селфи-палками, раньше по узким переходам бегали лучники с колчанами, периодически стреляя в живот потному и охрипшему неприятелю. Генрих делает одну гениальную вещь. Он вырывает вокруг Тауэра гигантский ров. Вот это вот все была вода. Все была вода, выполняющая, понятное дело, защитную функцию. Идея была хорошей, пока ров не превратился в стоячее болото, куда сливались отходы крепости и ближайших районов. Вонь возле Тауэра стала такой, что ты быстрее мог сгинуть от болезней, чем от меча врага. Да и вообще от антисанитарии дохло больше людей, на самом деле, чем от врагов. Что по тюрьме Тауэра? Ну вот украл человек гуся на базаре. Его могли отправить в Тауэр? Ну, скорее всего, нет. Тауэр не был обычной городской тюрьмой для мелких преступников. Это вам не автозак какой-то. Это была крепость короля и государственная тюрьма. Туда попадали люди, которые были важны или опасны для власти. Заговорщики, предатели, аристократы, епископы, политические противники, иногда даже короли и принцы. Да, среди заключенных Тауэра были и воры, но чаще всего это были не случайные мелкие воришки с рынка, а люди, чье дело имело значение для короны или государства. Обычного человека за кражу гуся скорее отправили бы в городскую тюрьму, типа Ньюгейт, а не в Тауэр. Тауэр — это не про украл курицу и сел в башню. Тауэр — это про власть. Если ты оказался там, значит, тобой заинтересовалась не просто полиция, тобой заинтересовалась корона. Условия задержания в заключении в Тауэре напрямую зависели от социального статуса и кошелька узника. Богатые заключенные имели право привозить с собой личную мебель, ковры, посуду, ну и нанимать слуг из числа горожан. Например, сэр Уолтер Релли во время своего 13-летнего заключения не просто жил в относительном комфорте, он занимался научными опытами, выращивал в саду Тауэра табак и писал исторические труды. Самым мрачным путем в тюрьму были так называемые ворота предателей, выходившие прямо к Темзе. Через них в крепость доставляли тех, кого привозили на лодках после суда в Вестминстере. Именно этим путем в Тауэр попали Анна Болейн, Томас Мор и принцесса Елизавета. А где сидели заключенные в Тауэре? Нам нужна одна башенка. Бошам Тауэр. Опять французское влияние. Точнее, нормандское. Бошам можно перевести как «красивое поле». Ее построили в 13 веке, примерно при короле Эдуарде I. И со временем она стала одной из самых известных тюремных башен Тауэра. Главное, что осталось внутри, это граффити. Это не современные писюльки маркером, а имена. Гербы, молитвы, символы, которые заключенные вырезали прямо на каменных стенах. Всего там сохранилось больше 90 таких надписей. И это не просто «здесь был Вася». Для многих людей эти стены были последним местом ожидания перед судом, казнью или пожизненным заключением. Они вырезали свои имена, родовые знаки, религиозные символы, пытались оставить после себя хоть что-то. В башне Бошам держали людей высокого статуса: аристократов, государственных деятелей, религиозных узников и тех, кто оказался слишком близко к большой политике. Среди самых известных имен Джон Дадли, герцог Нортумбрии, и леди Джейн Грей, королева на 9 дней, чья судьба стала одной из самых трагичных историй Тюдоров. Башня стоит на западной внутренней стороне Тауэра, и оттуда открывается вид на Тауэр-Грин, место, где казнили самых знатных заключенных. Надо обязательно подняться на стены и пройтись вокруг Тауэра, посмотреть со стен, какой вид открывается. Раньше, понятное дело, никаких тут небоскребов не было. No entry сюда. Там вот Тауэр Бридж. Тауэр Бридж, но отсюда не видно. Вот стоит пробочка как раз на Тауэр Бридж. Тауэр был и тюрьмой, и зверинцем. Да, больше 600 лет здесь у берегов Темзы находился королевский зверинец. Первого белого медведя в лондонский Тауэр привезли еще в 1252 году. Король Норвегии Хакон IV подарил это животное английскому королю Генриху III. Иметь у себя белого медведя — это как сейчас иметь космолет или динозавра. Ну, короче, невероятная штука и ценность. Содержали его в условиях строгой охраны, при этом ему разрешали плавать
плавать. Подарок приехал не один, вместе с ним прибыл личный дрессировщик. Смотритель надевал на хищника прочный намордник и тяжелый ошейник с цепью. Из-за отсутствия искусственных бассейнов зверя на цепи выводили за пределы Тауэра. Представьте себе такое, как вот горожане реагировали на все это. И вот выводят его прямо к берегам Темзы. Медведь этот мог свободно плавать в реке и охотиться на рыбу. В казначейских записях того времени сохранились счета на покупку провизии для медведя. На содержание хищника из государственной казны регулярно выделялось по 4 пенса в день. А это были значительные средства по тем временам. В одной из комнат Тауэра жили обезьяны. Представьте, вот как обычные люди, без клеток. Посетители могли просто зайти к ним в гости. Но лавочку прикрыли тогда, когда один из приматов решил, что маленький мальчик выглядит подозрительно, и напал на него. А еще в Тауэре жил страус, который там умер. Вы знаете от чего? Его кормили гвоздями. Да, люди верили, что эти птицы питаются железом. Ну вот англичане решили провернуть теорию на практике. Кормили бедного страуса гвоздями, птица ожидаемо скончалась. Сегодня это звучит как дикость, но для того времени экзотические животные были больше похожи на странных чудес, чем на живых существ. И о том, что о них надо еще и заботиться по современным стандартам, ну вообще никто и не думал. Страус в сознании людей того времени был чем-то вроде сказочной жар-птицы с безграничным функционалом. Короче, вот такой вот мрачный зверинец в Тауэре с его посетителями. На фоне белых медведей, страусов и обезьян вороны Тауэра кажутся самыми адекватными обитателями. Есть старое поверье: если вороны покинут Тауэр, то и Белая башня падет, и всей британской монархии настанет конец. К этой легенде относятся настолько серьезно, что птицы официально состоят на довольствии. За ними присматривает специальный смотритель, Рейвенмастер. Говорят, что когда-то тауэрских ворон хотели прогнать, потому что они пачкали телескопы в обсерватории. Но король Карл II, вспомнив про проклятие, решил, ну пусть лучше телескопы будут грязными, чем я потеряю трон. С тех пор в крепости всегда живут минимум 6 птиц, плюс парочка запасных на всякий случай. Им даже подрезают маховые перья на одном крыле, чтобы у них не возникало соблазна улететь в отпуск. Вот показана, так сказать, карта, где мы. Я вот здесь, вот в этой комнате. Если вы придете в Тауэр сегодня, чтобы поглазеть на знаменитые сокровища короны, то знайте, почти все, что вы увидите, это новодел 17 века. Хотя как новодел, да? 17 век, как-никак. Все потому, что в 1649 году в английской истории случился грандиозный скандал. Королю Карлу I отрубили голову, а к власти пришел Оливер Кромвель со своим парламентом. Эти ребята были максимально прагматичными и считали, что золотые побрякушки — это символ тирании и излишества, которое лучше пустить в дело. Короче, бабки им нужны были на финансирование своей революции. Дальше произошел акт государственного вандализма, когда парламент приказал силой вскрыть хранилище, достать древние короны, скипетры и державы, которые веками символизировали власть, и просто переплавить их в монеты. Золото пошло на выплату зарплат солдатам, а драгоценные камни распродали по отдельности. Из всей этой дореволюционной коллекции чудом уцелела буквально пара вещей. Так что, когда монархию позже восстановили, Карлу II пришлось заказывать себе новый набор короля с нуля, что влетело казне в копеечку. И до того, как появилось вот это вот отдельное пафосное здание для драгоценностей, в Тауэре существовало место под названием Большой гардероб. Ничего общего со шкафом в коридоре или вешалках с бабушкой в театре. Это был огромный комплекс складов. Там короли хранили все свое движимое имущество, от доспехов и гобеленов до церемониальной одежды и части камней. Это был такой микс из музея и оперативного штаба. Позже это здание отдали военным под склады артиллерии, а в конце 19 века его и вовсе снесли, оставив от королевской гардеробной только строчки в летописях. Но что с уцелевшими и заново созданными сокровищами? Их носило по Тауэру как неприкаянных. Сначала они лежали в Белой башне, потом их перепрятали в башню Мартина.
затем в башню Уэйкфилд. Скитания бриллиантов по Тауэру закончились только в 1967 году, когда для них наконец-то построили современное бронированное хранилище в блоке Ватерлоу. Так что нынешний дом драгоценностей — это уже финальная точка в долгой и нервной истории о том, как британские монархи пытались сберечь свои цацки от революционеров и пожаров. Вот эти красивые йомены-стражники, они же бифитеры, как Джин бифитер, в их роскошных красно-золотых камзолах. Образец британской дисциплины. Если бы вы заглянули в Тауэр до 1826 года, ровно 200 лет назад, то застали бы совсем другую картину. В те времена звание стража могли передать по наследству, по блату, или его можно было просто купить. А сама служба часто превращалась в какое-то сомнительное шапито. Стражники вели себя, мягко говоря, непотребно. Они могли заявляться на пост под шофе, пропадали в ближайших пабах или занимались мелким вымогательством. Короче, это была такая ряженая ОПГ, нередко позорившая корону, а не охранявшая ее. За деньги стражники могли провести посетителей в замок, показать зверинец или передать посылку заключенному. В подвалах Тауэра веками кого-то пытали. Во дворе периодически рубили головы. Самый знаменитый пыточный инструмент тут дыба. Ирония в том, что ее притащил сюда герцог Экзетер в 15 веке. В народе ее ласково называли дочерью герцога Экзетера. Наверное, такая же страшная была. Самый топовый резидент Тауэра — Анна Болейн. Вторая жена Генриха VIII, которому не понравилась голова жены или то, что в ней было, и он ее решил отсечь. Но если по-честному, конечно, дело ее сфабриковали, сделали ее заговорщицей, казнили, ну а Генрих мог снова потом жениться. И он сделал это через 3 дня после казни. Не по-мужски как-то Генрих. Любители паранормальщины. А Тауэр — это одна из самых мрачных крепостей с привидениями в мире. Они говорят, что безголовый призрак Анны Болейн в нарядном платье периодически дефилирует по коридорам Тауэра, наводя ужас на ночных караульных. Причем рассказывают об этом не только впечатлительные туристы, но и суровые гвардейцы, которым по уставу галлюцинации вообще не положены. А вот часовня, ей уже 1000 лет. Кстати, захоронены многие узники, которые здесь были, и включая Анну Болейн. Сейчас здесь реконструкции. Она небольшая. Друзья, спасибо вам за просмотр, если вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте, что у нас также есть канал SMAPS Education про образование в Великобритании. И не только в Великобритании, но и по всему миру. Также заходите к нам на сайт www.smaps.ru. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас в соцсетях. Все полезные ссылочки вы найдете в описании к ролику. Пока!